Здрасте. Всем привет. Будем продолжать проходить сегодня Зельду. Значит, что? Я в верблюде. В верблюде я. Полностью взял под ним контроль. Осталось только его активировать, так сказать, под свои нужды. И потом будем биться с боссом сюжетным. Это у нас будет второй по счету. Всего их 4. Итак, значит, что? Поехали. Попробую его взрывными стрелами, а там посмотрим, как обычно они рулят. Здорово, Серега. Может быть, на него зайдет вот этот секира. Как, Серега, настроение? Боевое? Али нет? Я так вот полностью преисполнен вдохновлением, так сказать, завалить этого босса. Они, по идее, тут не очень сложные. Главное тут наверх как-то забраться. А чтобы забраться наверх, надо что-то покрутить. Так мне не зайти, да? Слушай, а давай попробуем вот отсюда прям. Подожди, стой, вот отсюда можно зайти. Все нормально. Верблюд у нас внутри вращается. Все, ништяк, сейчас мы его активируем. Босса мне давайте. Будем его убивать чуть-чуть. Появился яхонтовый мой. Сейчас мы его чуть намандрючим, да и все. Ага. У него, короче, щит имеет, да? Ля какой. Лже-Ганон грозы. Губитель чудовища Ванаборис. Будь осторожен. Буду осторожен. Порождение самого Ганона. Угу. 100 лет назад он не оставил мне ни единого. Главное в глаз ему лупить стрелой взрывной, да и все. Ты сможешь. Но у него он такой махонький. Прям как шоколадный. Давай так попробуем его, прям секирой. Не ведись на его уловки. Ага. Я так понимаю, мне навязывают ближний бой, да? Ну, что ты? О, поехали. Куда ты упал-то, мужик? Ну иди-ка сюда. Бац. Эй, он куда-то улетел наверх. Щит у него появился. Обратно. Эх, я почти его поймал. Линк, Че надо? Сама Линк. Тебе надо, ты и Линк. здорово ты его. Ну да. Мне бы успеть только добираться бы до него. Пока он лежит, ну нормально, вроде секира себя неплохо показывает. Просто с подачи он неплохо так отлетает. Пойдет, короче. Всякой еды мне хватит, чтобы его завалить. Да не ори-то сейчас все будет. О, пока лежит. О, нормально. Половинку я его не снял. Вторая фаза, что ли? Да. И что случилось? Что поменялось? Ага. Ясно? В этих штучках не стоим. Падла мне еще оружие забрал, как обычно, электричество. Почему тут постоянно такая тема механика, что у тебя от электричества постоянно здоровье улетает? Ой, и здоровье, и оружие. Да, давай. Ой, тихо. Я же не съел ничего. Подбираем пушечку. Опа, иди-ка сюда, товарищ. Или мне его доставать надо? Блин, я его не вижу, это плохо. Ну-ка, оп, вот так вот.
Ну, я в него попал. Идем. Чего? А, я лук потерял. Его надо сверху как-то скинуть. Что-то так дела не делается. Куда он вообще исчез? Эй, дружище. Что-то как-то он не это... Ему похер то, что я стреляю в него. Такой удар может стать последним. Ну да. Попробуем еще тогда. Блин, что же делать-то с ним? Эй, пока нацелишься. Понятно. Сожрем еще белково-протеиновой пищи. Ну-ка, мужик. А, бля, он мне лук выкинул, да? Ах ты, падла. Блин. Этот щит так просто не пробить. Ага. Не пробить, да, говоришь? А так? Что-то надо сделать, значит, я по нему лупить бесполезно. Мне хотя бы 20 взрывных халявных стрел дали. Так, у нас вот это дело все в скверне. Ай-яй, сейчас долбанет. Да нет, нет, не то. Подожди. Так, окей, эта штука не магнитная. Ага. Бурюхом, короче, я уже теперь не вращаю, да? Как-то его надо отключить от электричества. Может, там что-нибудь есть? Нет. Скала дело. Как тебе такое? Да, не пойдет. Так, сковать его не получается. Вот эти вот штуки, которые он кидает, они магнитные, походу. Давай-ка их сюда. Захват. Используй против него его же молнии. А как это сделать? Палочку потерял. Да, блин. Его же молнии против него. Перемещение от себя к себе. Да, блин. Я не совсем понимаю, что хотят от меня. Может быть, вот эти палки? Блин,
Блин, она сломалась. Возле алтаря этого разбить. Ну, захват, окей. И что? Она сломалась там? Да, бля. Используй металлические стержни. Так, а делай ты с ними, что ты мне скажи? Бля. Ну вот есть у меня этот стержень, и дальше-то что? Их надо как-то расставить, нет, у меня времени не хватит. Так, у меня засчитали, да, походу, то, что я потратил? Не особо. Просто, ну, есть вот эти стержни, а дальше-то что с ними делать? Он их расставляет в хаотичном порядке, в основном по кругу, как бы, то есть они образуют круг. Потом они лупят этот... Не ведись на его уловки. Да пошли вы в жопу. Я валяюсь, я катаюсь больше, чем он. Иди сюда. Что-то второй фазы делать. Вот в чем вопрос. Ну, походу, взрывные стрелы вообще на него никак не действуют. Но такая секира заходит хорошо. Что делать с ним во второй фазе? Ах ты, зацепил чутка. Стоять, зырка. Бам. Бам. Изо всех сил. Да нормально. Первая фаза без проблем. Он эти стержни вытаскивает из земли. Они имеют острый конец. То есть как-то их надо прокалывать. Эти стержни надо в него втыкать. Да, блядь, не успеваю. Все разбил. Давай еще раз. Ну, быстрее. Я их вообще никак не могу воткнуть. Ай-яй. Слушай, а если... Может, вот в эту штуку зеленую воткнуть?
А он просто ее кидает и все. То есть мы берем и вот возле вот этой штуки, ну-ка. А вообще на эмоции. Но я до него не дотянусь. Ну, высоко стоит, кстати. Ну-ка, от себя. Так просто не пробить. Это максимально, кстати. Сколько до него расстояние? Бля, высоко реально висит. Да, видеть бы, что происходит, было бы замечательно. Ну-ка, пошли наверх. Быстрее, хватай. Да хватай ты эту херню. Так, есть стержни, которые передают электричество. Эти стержни надо как-то... Ну, блин, я не знаю, если этот кристалл никуда не втыкается. Чего? Да, здорово у тебя. Да пошли его в очко. Короче, он решил, по-моему, по-другому, да, драться? Здорово ты его. Да нормально. Не понимаю, фишку с этими, со стержнями надо было просто пережить или что? Начинается. Тиу! Не попал. Давай сюда. Тихо, мужик. Да, он взял все, просрал. Куда моя секира-то улетела? Быстрее. Ну, тресни ты по нему. Я вообще что-то не понимаю. Во-первых, непонятно, что делать со стержнями этими. Это твой шанс. Атакуй. Да нормально, не ори-то. Сейчас все будет. Стоять, пока он в окурках. Добиваем. Так, это не помогает явно. Ты задолбал. Все. Что с этими снежнями делать, я так и не понял. То их передвигать и током его удалять, что ли? Я не знаю. В итоге босс поменял свое поведение. Это странно.
По идее, наверное, когда он бьет током через эти вот стержни, их надо двигать к нему. Но он высоко находится. То есть это надо делать как-то на площадке. Я пытался, но в итоге он вообще изменил поведение и все. Как ходить? Капсула сердца. Да берем, конечно, что. Та-дам. Так. Для начала давай оружие пособираем, которое я все поронял, потерял. Я, по-моему, об него 2 секиры, да, сломал? Ладно, не беда. Лук. Ну и все, да, короче. Ну, пойдем это вам. Ванабуриса активируем. Верблюд, чтоб ходил. Он, по-моему, и так ходит. Правда, не под нашим знанием. Внимание, при активации главного контроллера вход чудища будет заблокирован. Действительно активировать? Да. Активируйте. Странный немного босс, потому что, ну... Ладно, хорошо, я понял. Взрывные стрелы на него не действуют. Но что с этими стержнями делать? Вот у меня только одно предположение. Когда он их расталкивает, ну, вставляет в землю, вырвать одно и к нему придвинуть. Свободно. Анаборис снова на нашей стороне. И это значит, что я наконец-то смогу выполнить свой долг. А мой долг – помочь тебе в битве. Урбоза, воин Геруда. Хорошо, давайте. Я буду с нетерпением ждать начала твоего боя с Ганоном в замке Хайру. Ведь тогда мы с чудищем сможем хорошенько всыпать ему. У меня для тебя подарок. Какой? Моя особая сила. Она называется Ярость Урбозы. Я уверена, она тебе пригодится. Ну, я так понимаю, это какой-то ближний бой, который можно использовать определенное количество раз. С предыдущего босса мне дали полет от пола вверх 3 раза. Я 1 раз использовал его, и как восстановить, ты не знаю. Принцессы очень сильно переживали из-за того, что случилось с нами. Но в этом нет вашей вины. Это было неминуемо. Прошу тебя, передай это принцессе. Пусть выбросит все из головы. И вообще, она должна собой гордиться. Спасибо. Что-то у них какая-то подозрительная с принцессой дружба. Ну и про Хайрул тоже не забудь. Ну, короче, вот, а? Верблюд теперь за нас. Тут, кстати, где-то святилище было. Я когда на верблюда залезал, видел. Так голова какая-то у верблюда странная. Не верблюжья. Ноги пробки. Ну, что, он теперь больше пылить не будет, и можно спокойно уже исследовать эту территорию. Сейчас посмотрим, какое святилище есть поблизости. Надо вернуться еще в город Геруда. Там библиотекарша говорила про статуи святилища, и она не может понять, как загадка работает. Ну, теперь она должна это знать. Сейчас узнаем, и мы что. Угу.
Ну, верблюд сейчас еще вторую, короче говоря, цель поставит, ну, луч направит в замок. Таких луча, получается, будет 4. Набуру. Она была мудрецом народа Геруда. И тебя назвали в ее честь, Наборис. Как и она, ты неотъемлемая часть народа Геруда. Спору нет. 100 лет назад ему не составило труда расправиться с нами. Но теперь все будет иначе. Ганнем – бедствие. Одна из легенд гласит, что когда-то он тоже был Геруда. И поэтому мы должны отдать все силы в бою с ним. Ведь мы обе настоящие Геруда. Кто мы обе? Не своди глаз с Ганнона. Как только Линк вступит с ним в бой, мы нанесем сокрушительный удар. Я не совсем понял, с кем она разговаривает, к кому обращается, точнее. То ли она с верблюдом разговаривала, то ли с Зельдой самой. Зельда где-то в окурках, я не знаю. Сейчас проверим, пускает ли меня в город. Ярость Урбоза. Особая сила воина Урбозы поражает врагов поблизости мощными молниями. Чтобы использовать, возьмите в руки оружие и нажмите, удерживайте Y. Хорошо. 3 раза я могу это использовать. Как восстанавливать эти силы, я не знаю. Так, надо к принцессе зайти. Чё? Серьезно? Я их город, значит, спас от нашествия этого верблюда, а они меня не пускают. Вот уроды, а. Блин, надо еды приготовить. Давай переоденемся обратно в телку. Тоже странная фигня. Ты стоишь прямо перед охранниками, переодеваешься в женщину, и они тебе ничего не говорят. Я вот не помню, в этом городе есть ли казан. Я бы прям тут поготовил. Давай потрещим сейчас с ними. Пойдем в библиотекаршу сходим. Ты вернулся. Я рада, что ты в порядке. Действительно рада. Наборис больше не представляет для нас угрозы. Я спокойна за свой народ. Но, как я понимаю, Хайрулу грозит большая опасность, бедствие. Надеюсь, с ним тебе поможет справиться мой подарок. Я хочу, чтобы ты принял от нас бесценное снаряжение Геруда. Когда-то оно принадлежало самой госпоже Урбозе. Ты был ее другом, поэтому достоин им пользоваться. Не вопрос. Хочу только 2, да? Дайте больше лута полезного. Сабля. Да такое, 32. Секира гораздо лучше. Сияющая гида. Ага. Неповторимый щит Урбоза. В общем, ага. Сколько там? 48, да, было? Ну, давай вот этот вот. Просто чуть-чуть получше с статами возьмем щит. Я не думаю, что он прям сильно пригодится, но пойдет. Эй, не трогай. Шлем грома реликвия нашего народа. Он достался нам от госпожи Урбозы. Успокойся, Белла. Тебе нужен этот шлем? Давайте. Ясно. Мы тебе, конечно, благодарны, но шлем отдать не можем. Хотя ты ведь собираешься сразиться с врагом госпожи Урбоза. Ну хорошо, если он тебе так можно, могу одолжить, но ненадолго.
В таком случае докажи, что ты настроен серьезно. Все-таки этот шлем реликвия нашего народа, поэтому ты должен завоевать доверие всех Геруда. Я хочу, чтобы в нашем городе все были счастливы. Помоги тем, кому требуется помощь. Ты уже доказал свою силу, но сила решает далеко не все. Так. Геруда хранит шлем грома, который носил Арбоза за величайшую реликвию. Они ни за что его не отдадут, но если я решу все проблемы в городе, мне позволят его носить. Так, давай сначала... Нет, давай сначала вот с этой дамочкой решим, попробуем, по крайней мере. Она какой-то квест странный дала. Я, говорит, какую-то Милдору, там что-то кого-то она боится. Не ори. Тут она. Я тебя вылечу, все будет хорошо. Блин, надо днем к ней приходить. Сейчас она Харю плещет. Время 5 утра. Ну, слушай, через час они типа все должны повставать. Пойдем казан поищем. Странно, в кабаке даже казана нету. В этом городе осталось 2 квеста выполнить. По крайней мере, я других квестов не встречал. Что надо? Взрывный стрел. Но мне денег не хватает. Чё там? Привет, я сейчас немного занята, собирая материал для своего журнала. Какого журнала? Ты никогда об этом не слышала, да? Не может быть. Может, ты слухи Хайрула никогда не читала? Читала, кажется. Ну вот, этот журнал читают по всему Хайрулу, а я его редактор от релиза. Ты хотя бы удивись для приличия, упади на колени и восхищенно охни. Попробуем еще раз. Позволь представиться, я Трелиса, редактор слухов Хайрула. Вот, уже неплохо. Надеюсь, тебе нравится мой журнал, рада стараться. Это бесполезный диалог вообще. Сейчас попробуем с этой бабой еще раз поговорить. По идее, она должна хоть что-то сообщить еще раз об этом квесте. Кто-нибудь. Так. Муж единственный вой, которому я понравилась. Я обязан найти кого-нибудь, кто бы мне добыл сердце Малдоры. Что за Малдора? Ужасное чудовище, даже другие монстры ее боятся. Ее видели в Тарумских дюнах к западу отсюда и еще на юге. Она слышит даже самые тихие звуки. И нападает на всех, кто окажется рядом. К ней никак не подойти, никто не согласится быть приманкой. Не знаю, что делать. Тарумские дюны. Где они? Тут? Как раз нам примерно вот сюда и надо. Так, ну окей. Сменить. Сейчас я значок поменяю. Ну, вот этот вот очевидный знак можно удалить, а вот этот мы сюда поставим. Двинемся тогда по квесту в сторону этой загадки. Не знаю, ну я не знаю, вряд ли это загадка можно назвать. Скорее это какое-то... Просто нужно туда дойти, я так думаю. А там уже видно будет. Вот надо бы что-то приготовить, у меня продукты заканчиваются. Давай что-нибудь поищем.
Блин, ни казана, ничего. Обычно в городах казаны были. Тра-та-тан, тра-та-тан. Где готовить тут у вас? Харчевня у вас где? Наелась, спит. Я бы тоже так хотел. Кстати, сам весь город, по-моему, продувается со всех сторон вообще. Ну, блин, но я знаю точно, где есть казан неподалеку, но это, блин, туда так далеко идти. Это очень много времени займет. Так, нет. Не то. Но, кстати, я где-то близко. Здесь готовить нельзя, да? Ни казана, ничего нет. Ладно. Сделаем иначе. Казан вот тут находится, это точно. Я не знаю, где еще искать. Голка 100 беседа, хотя мы пойдем, где точно он есть. Можно, кстати, еще в более безопасное место переместиться. Точняк. Сейчас еще попробуем светлячков наловить. Стоять, Зорька. Ну где у нас вот эта деревня, да? Сейчас мы привычную себе деревню ломанем, посмотрим там сверчков, которые тебя восстанавливают, отхиливают, воскрешают. Там поесть приготовим. И обратно в город. Через него насквозь пройти и топать куда-то в пустыню, не знаю. Можно, в принципе, не жадничать и котика морского купить, чтобы не ловить их 10 тысяч лет. Оп, тихо. Ща мы тут мотыльков ловим. Они всегда по 4 штучки ловятся. В принципе, если долго не дохнут, то есть вариант их поймать побольше. Все. Больше 4 тут не появится. Не совсем понимаю, зачем, конечно, вообще все вот эти квесты выполнять, чтобы мне просто шлем дали. А что с ним делать тогда? Может, конечно, он очень нужен. Халява. Тут яблоки есть всегда. Так, давай готовить. Очень много. Пока инвентарь не наполнится. Так, что бы такое? Давай малина.
Вот так. Приготовь. О. Малина с рыбой, это вообще дикое какое-то сочетание. Просто рыба все равно, да, получилось. Да, в принципе, это не важно. Еда и еда. Было бы здорово, конечно, немножко ускорить этот процесс. Но, увы. Максимум можно только маленькие заставочки сбрасывать и все. Скип. Скип. Ну, чтобы дождь не начался, то придется уходить отсюда. Казан под дождем не работает. Ну, с продуктами тут вообще, в принципе, если все собирать по дороге, то с продуктами вообще проблем никаких. Лечиться всегда есть чем. Причем такие вот из простых ингредиентов буквально какие-то трюфеля и малина, допустим. Получается блюдо, которое очень хорошо лечит. Полное исцеление, плюс еще даже одно сердце, вот, допустим, добавляет. Это же здорово. Малина с ногой какой-то, куриной, там, я не знаю, с мясом. Кебаб все равно получился. Ну да, естественно, тут и прям такие грандиозные блюда не будут выходить. Пойдет. Мне так чисто инвентарь подзабить. Просто чтобы было. Наверное, скрутоежку я не буду пользовать. Давай рыбу возьмем. Что-то без скрутоежки как-то не очень. Так, а что если нам соединить две рыбы? Одну такую, одну такую. Так увеличилось. Так, давай, наверное, что, малину все-таки добьем. Малина и, допустим, ну, какие-нибудь яблоки и рыба вот так вот. Я сейчас сбросил. 3 ингредиента попробуем запихать. Исцеление +2. Да, тоже неплохо. Так, кстати, побыстрее будет продукты уходить. Я не знаю, Линк всякую чушь такую готовит, короче, не знаю, я бы блеванул, наверное, этих сочетаний таких. Ну, типа, кто сочетает грибы, малиной и рыбой? О. Кстати, я ничего морозного такого не готовил. Жару, да, у нас понижает. Ну, может, в пустыне, кстати, пригодится это дело. Хотя вот этих вполне вещей, то, что на мне надето, они их вполне хватает. Давай вот так сделаем. Просто грибы сочно. Ладно.
Ничего страшного. Давай. Так, так и так. Даже что-то очень борзое получится. Ну да. Так, малина у нас все, да? Давай, грибы, рыба, яблоко. Яйцо еще, да? Для прикола. Посмотрим. Что получится? Скорее всего, что-то типа омлета. Просто грибы с рыбой, да? Давай, что-нибудь там, яблоко, рыба, гриб, яйцо. Прям мега какой-нибудь отхил должен выйти. Просто сочные грибы, ну тоже хорошо. Просто иногда у тебя не очень много здоровья забирают. А ты что-нибудь такое сожрешь, что тебе это... Тебя там прока еще эта пища отхилит. О, вообще плюс 10 сердец, плюс 12 даже сердец. Какие-то грибы с рыбой я там сделал, буквально 3 ингредиента. Ну и то также давай. Дикое сочетание вкуса и цвета, короче. Я бы еще мотыльков каких-нибудь пожарил. Линк, наверное, как эльф, любит какой-нибудь дичью такой питаться. Ну, скорее всего, просто грибы, а точнее рыба получится. Просто рыба, да. Так, улитка, рыба и яйцо. Морской микс просто. На тут скрытоежку. Так, и вот так. Кстати, продуктов не так уж и много осталось. Лучше потратить немного времени, но тем не менее потом спокойно боссов проходить. Возможно, там вот эта баба какая-то, которая там, которой подойти нельзя, квестовая. Может быть, она сильно бьет. Оп, клинкоцвет. Давай посмотрим, что получится. Просто рыба напала. Не знаю, что за клинкоцвет. Слушай, ну вот это вот мясо такое, оно с волков нападало. Просто стреляешь по волкам, которые на тебя нападают, и все, как бы. Вот тебе и мясо. Пару стрел и все. Давай вот это так сделаем. Блин, у меня еще тут продукты. Морской микс, кстати, может быть пригодится. В принципе, у меня шмоток-то нету, которые на тихие подкрадули влияют. Пригодится. Давай, так, замиксуем, короче. Двойную улитку. Что получится? Ну, такое. Тогда, наверное, не будем грибы разбазаривать. Ледяные, они могут пригодиться. Собрать их не очень-то просто, по-моему. Блин, я уже забыл, из чего готовил. Вот это. Так. Ну и морковь, допустим.
Слушай, ну запасы я прилично, конечно, подъел прям. Инвентарь еще нет. Не пытается истощиться. А, все, наконец. Наконец-то я полностью затарен. Все, давай перемещаемся. Куда-то сюда. Если уж совсем какая-то будет беда и нельзя будет подойти к вот этой вот на М существу, который слышит все. Как вариант, можно будет броню подобную купить. Может пригодится. Сюда, наверное, сходим, да? Я попробую с разбега скачать. Но нет. Этих товарищей так просто не поймать. Он если только заглючит. То мы катались, когда с этим... Так, по температуре нормально. Когда мы катались за этим верблюдом, где-то вот в той степи у нас был, очевидно, этот святилище было. Гонки на котиках. Так, ну давай условия тогда. Что тебе нужно, не отвлекая Амбру пустой болтовней? Чудище исчезло, и гоночная трасса наконец свободна. Амбре сейчас нужно думать только о гонках на котиках. Хотя, раз уж ты здесь, не хочешь поучаствовать и побить рекорд непобедимой Амбре? Ты знаешь, о всемирных известных гонках, но не может быть. Да-да-да. Это стоит 20 рупий, да? Угу. То есть, чтобы открыть святилище, надо за минуту 30 проехать на котике. Давай попробуем. Каждая попытка побить рекорд стоит 50 рупий. Дороговато берут. Начинаем гонку. Давай попробуем. В принципе, если что, есть же сохранение. Бабки можно вернуть. Кое-кто хочет рискнуть жизнью и принять участие в гонках на песчаных котиках. Будет ли побить рекорд непревзойденной чемпионки? Царь пустыни песчаный котик готов. Бля, я уже забыл, как ими управлять. Доберется ли претендент до финиша, за та-та-та, не пропустив ни одни ворота? А где вторая? Угу, вижу. Блин, как мотает-то, а? Блин, а сколько стоп-то надо пройти? Ладно, я об этом потом узнаю. Надеюсь, я правильно еду. Тихо. Так, и финиш, да?
8, короче, этих 8 ворот надо пройти. Надеюсь, я все прошел. Че, рывок, ну давай. Все. Нормально, я справился. Ну, рекорд. Ура! Нормально, за минуту 30 вполне приличное время, как бы установлено. Все успеваешь, вообще даже не напрягайся. Давайте мне святилище. Невероятно, думаю, это твое по праву. Меч и Бель. Легенда об этой награде передается у нас из поколения в поколение, вот уже 10 тысяч лет. Когда священная сфера займет свое место на пьедестале, новая сила придет к избранному. До сих пор это самая сила. Ну, да, хорошо, давайте мяч уж. Тетя под афро стриженная была у нас рекордсменом, мы ее сделали. Чи? Ну. Все. В дырочку прям. Возможно, еще в самом святилище что-то надо будет делать. Тут маловато, кстати, халявных святилищ. Ну, неудивительно. Тара-та-та-та-та. Чемпион мира святилища. Подожди. Семь героин я попозже пойду. Сначала надо с этим монстром разобраться, что он там несет, надо понять. Так, давай, пропустите, смотреть всех дел. 7 героев или что-то такое, то что там написано. А, ну это халявно. Это халява, сэр. Щит солнца. Да, идите в очко. Уник. Давай, быстрее. Пока все прогрузится. Ну, в принципе, хорошо то, что достаточно одну гонку проехать и все. И не надо еще святилище там что-нибудь думать. Там задания про 7 героев, там идут статуи какие-то в помещении. Она вот здесь находится. До библиотекарши мы потом сходим. Она должна ответ на загадку эту дать. Что-то там должно мне объяснить, я не знаю. Пока на красную точку строго надо пердолить. По жаре. Хоть бы котика дали после гонки поюзать чуть-чуть. Ну, я постараюсь максимально быстро пробраться. Ни во что не встревать. Во всех биомах, естественно, придется побывать. Типа мы только что по горам шастали, ну как только что, недавно. И полетать он успел, и по пустыне побегать. Потом, скорее всего, будет лава, джунгли. Что у нас еще? Какие-нибудь руины, наверное. Чего бы нет. Так, лагеря, ну там фигня, короче. Ни хрена он меня снял вообще почти все здоровье. Вот серьезно. Тут каждая падла может тебя шотнуть. И у меня перегрев идет. Стоять, бояться. Мы можем сожрать. Так, просто гриб он не действует. По шмоткам у меня точно все, да?
Ну, вот это дело оденем. Такое себе. Особо не помогло. Оу, перебор. Раздеваемся, чё? Ну, оно впритык прям. Того мало. Диадема не катит. Ладно, надеюсь, он сильно-то не поджарится. Сожрать что-то надо определенно. На минуту всего. Что-то слабовато. Всего на минуту защиты от жары, но это мало, правда. Даже не вижу смысла тратить. 15-10. Скоро типа должна жара спасть. Я не часто, кстати, это здоровье теряю. Ну, они по чуть-чуть его от меня отнимают, слава богу. Тихо. Спокойно. Че, контролем здоровья, вот и все. Шмотки, которые они там продают, у меня, блин, столько денег нет. О, все нормально, я уже... О, температура понижается. Нужно градусник, он вред. Не, о, нормально, нормально. Не такое пекло. Сейчас здоровье снимать не будут. Угу. Все, я его уработал. Ну, один за... Тихо, а куда ты за ворот-то кинул? Вот. Мы сейчас с боссом будем биться. Так. Температура мне позволяет. Вот так, допустим. Впритык. Молдора. Так, Молдора. Нет. Сначала что-нибудь попроще я сожру. Блин, они же предупреждали, типа, то, что она слышит там что-то, да? Давай так. Допустим, у меня есть 2 минуты 30 секунд. Оружие. Сразу же секиру. И стрелы взрывные. Окей. Дрожь земли. Ух ты, какая падла. Жирненькая. Ну, что-то попроще съесть. Она меня не слышит, да? Ничего.
Как быть тогда? Ну, шастает она по кругу. Оп, иди-ка сюда. И что, ждать, пока она вот так вот будет это? Выпрыгивать все время? Бля, я бы как белку в глаз шмальнуть. О. Не, слушай. Почаще бы вылезала. Бля, я даже не вижу разрывов своих, где она находится. Тихо. Не, взрывные стрелы рулят определенно. По крайней мере, пока где-то 80% игры ты можешь затащить только на одних стрелах. Поэтому у меня и денег-то и нету. Я все на стрелы потратил. Грозались. А сколько делов-то нападало. Сердце Молдора. Еще сердце. Плавник. Сердце Молдора, это надо телке показать. Сабля. Постоянно сабля дает. Я так полагаю, что вот эти вот вещи надо зажечь. И типа должна появиться святилище. Ну, возможно. В этой игре можно стрелами много делов натворить. Че, серьезно? Дубак теперь начался? А вот со шмотками что-то проблема. Все нормально. Не холод. Яички не заморозит уже. Так, там загорелось. Кстати, я еще траву заодно поджег. Вандализм какой-то, чистой воды. Угу. Ну, отлично. Святилище. Я думал, где-то надо искать. Тут все просто. Ну, значит, не просто будет само святилище. Святилище Токаю. Последние, кстати, святилища, ну, были на электричество с магнитами. А это халявно. Замечательно. Золотой лук. Стой. Мы его поменяем. Этот прочность, а тут скорострельность, хотя... Знать бы, когда он разлетится. Нет, ладно, не буду я менять. Конечно же, я не запомню, где тут что лежит. Но можно отметить на карте.
Правда, такой лук, у него урон там 14 всего, но он несерьезный. Я даже прям не вижу смысла за ним потом как-то возвращаться. Я с мобов серьезнее как-то могу выбить лук. Пускай они там ломаются хоть 2 секунды каждая, но тем не менее. Так, тут все рядом. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что тут может быть. Какая-то интересная точка. Она хоть не в горах? Да, нет. Ну, ребят, дайте пройти. Гопники местные. А, у меня стаминки-то нету. Все, полетели. Надо до конца дня туда добраться. То опять неохота в центре пустыни находиться в жару. Жрать всякие продуктики. Можно, конечно, запариться, зелье там поготовить и все такое, чтобы тебе там прям вообще комфортно себя чувствовать. Либо купить шмотки дорогие. Ну, не знаю. По-моему, этот биом в скором времени-то дальше пути нет. Серьезно? Ну, как хотите. Нет, так нет. Биом-то это скоро тоже закончится, как бы, и что тут делать-то еще? Ну, давай-ка сюда сходим. И останется у нас 3 точки на сегодня. Вот это точно я видел. Тут святилище, когда вот как раз на верблюда я залезал. Потом, еще вот это. Вернемся к бабе, квест дадим. Давай, короче говоря, перемещаемся оттуда туда. Сейчас я посмотрю, что там за ископаемое валяется. Потом двинем в город, сдадим квест. И от города... ну через библиотеку, что ли, вот сюда. Потом вот эти вот 4 точки посмотреть, и все. Так, давай меняем. Сменить. Чик. Все равно буря пылит. И я, скорее всего, в нее прямо иду. Когда-нибудь оставите меня в покое, нет? Давненько кровавой луны не был. Кровосися не наступила. Я понял, мне вот туда, да? Вот эти вот шмотки, там зелья, ну, может быть, зелья, конечно, не пригодятся. Которые на холод, точнее, понижают температуру твою. Чтобы ты не обжегся там и так далее. Шмотки-то потом больше не пригодятся, денег ты потратил. Вот в чем дело. Да, какое-то время ты себя... Вот, кровосись. Я только вспоминал, думал, где же у нас кровавая луна? А она, вот она. Да, хорошо, я понял. Начались критические дни. О, хватит мне это показывать. Пропустить же это можно было. Будь осторожен. Сейчас. Я предельно осторожен. Я просто сама ночь. Кстати, о ночи. Надо быстрее добираться. Я в этот череп тогда не пойду. Не буду тратить время.
Чтобы днем там, если что, в какой замес не попасть. Зашибись. Радар отрубили. Я смотрю, в этом биоме это прям нормальное явление. Я только к нему подлетал, уже начинали там отключать. Тихо. Уже начинали там отключать мне радар на подлете. Ничего страшного. Неприятность эту мы переживем. Я знаю, что примерно вот по этому направлению где-то должен быть. О, динозавр какой-то. Ну вот, святилище, все нормально. А его даже особо не прятали. О, а тут и женщина у нас. Так, ну-ка давай сначала мы бабу откроем. Соточку. А, подожди, блин, она больше просила. Вторая больше просила. Ну-ка посмотрим, что у нее хотя бы пасут. Если у нее светлячки пасутся, то будет второе место для фарма. Не, ничего, жароцвет. Кстати, а жароцвет у нас что? Растет ананан, всегда теплый на ощупь, блюдо с ним позволяет легче перенести холод. Ну, это холод. Так, ну тут больше ничего нет. Грозу перенести, да? Ну, надеюсь, я запомню, где что растет. Спойлер, нет, не запомню. Сколько тебе женщине надо, чтобы она вылезла из кокона? Эй, юноша, прошу, выслушай меня внимательно. Я большая фея Терра, некогда это место было прекрасным родником, но со временем мне стали приносить все меньше рупий, я потеряла свою силу. Теперь я беспомощна, помоги мне хотя бы небольшой суммой. 1000 рупий, да вы издеваетесь. Нет, не дам. И отдыхай, бабка. Блин, я не знаю. Кстати, жалко, вообще жалко. Давайте попробуем продать. Без разницы, любому продавцу просто подойти. Я попробую, у меня есть 300 рупий. Продам сейчас все камни, я не знаю, что делать. Просто каждая последующая вот эта вот фея, может быть, при раскрытии цветка у нее начнут, во-первых, феи типа фармиться, но не суть. Каждая вот эта фея, она более лучше может делать броню. За определенные ресурсы, конечно, и так далее, но она усиливает. Каждая открытая новая барышня усиливает все лучше и лучше. Стрелы еще даже не зареспавнились. Завтра нет пиццы, чем могу помочь. Кое-что продаю. Так. Я не знаю, нужны ли мне вот эти шестеренки. Вот эту шапку давать. 15 всего стоит. Но нужна она 300 лет. 40, 50. Продаем. Полезных веществ с них никаких, так что... Если что, мне вместо них штаны для лазания одену. Продаем.
Ты гораздо дороже эти вещи покупаешь, это точно. Гораздо дороже. Бери за полтос. Как от сердца отрывает. Все, остальные вроде как нужны. Правда, вот эта вот диадема 150. Ладно, оставим. Продаю. Чем мы еще можем продать? Каменная соль дешевая. О. Сердце давай. Блин, а с помощью их можно что-то сделать. Давай камни продавать. Все 4. Жаль. Жалько. Жалько. Давай-ка мы половинку продадим. Я попробую, короче говоря, качать только броню, которая латы. Мне вообще стрела нужна. Так-то. Топаз. Жаль. Ну давай топаз сольем. Угу. Я просто все продаю, что мне сейчас еще стрелы покупать. А стрелы дорого, взрывные, но они тащат. Я хочу алмазы 2 штуки оставить, хотя бы косарь у меня будет в загашнике. Половину, да, наверное? Ну так. Немного, но все равно. Вот так вот. Подожди. Пойдет. Ну и давай, наверное, рубин. К сожалению, деньги нужнее тут, чем камни. Так. Взрывные стрелы у нас продаются в 3 местах. Я уже забыл напротив где. Здесь. Да, 1, 2 и 3. Я вспомнил. В городе птиц, в пустыне. И вот где я только что был. Где у нас башня с этими. С волшебницей какой-то, с мужиком, телескопами. Магазин выше, да, по-моему? Где бабуля? Надо магазин найти. Это не он. Так, сова у нас финишная получается, да? Магазин ниже. Там как-то вот стрелы эти лежат не очень очевидно. Сбоку, что ли.
Тут у них стрелы. Кстати, тут и казан еще, если что. Понял, принял. Надо запоминать. Так, тут у них чисто детский сад. Это спальня, да? А где стрелы-то продаются у вас? Они вот здесь лежали, они просто не появились еще. Так, ладно. Давай вот сюда. Заплатим тете. Все равно в город идти. Я еще в городе туда стрел нахвачу. Тетя много берет, кстати. 1000. Первая, значит, брала у тебя сотку. 100. Вторая берет 500. Следующая уже берет 1000. Сколько их таких? Потом зайдет до 5 косарей счет, я не знаю. Если все это дело растет в геометрической прогрессии, что-то многовато не берут. Так, давай пропускаем рождение от этой бабищи. Трун. На панкрокершу похоже какой-то. Хе-хе. Здравствуй. Я Терран, большая фея Земли, старшая из 4 сестер. Их 4, короче, будет. Окей. 3 я уже открыл. Я очень давно за тобой наблюдаю из бутона. Ты через многое прошел. Рука не устала мечом махать. Да, не устала. Да-да, я действительно вижу все. Вот давай я скажу, о чем ты сейчас думаешь. Ты сейчас думаешь, хватит болтать, давай уже улучшать мою одежду, я права? Вижу, что права. Какой же ты нетерпеливый. Ну давай посмотрим, что у тебя есть. Чтобы улучшить вещи, мне понадобится определенный материал. Сейчас мои силы хватит на то, чтобы сделать твои вещи намного лучше. Ну, не намного лучше, спойлер. Давай, нагрудник. Угу. Я буду вот эту, короче, броню постепенно качать. Единственные латы, которые, по-моему, такие мощные дали. Надо желтый хвост, короче, найти. Ну вот, мне еще на эту штуку хватает. Сердце Хинокса где-то найти надо. Потом еще одно. И можно будет качнуться. Ой, какая гадость. Все, давай, до свидания. Ну, я понял, что ты должен всех этих дамочек обойти, чтобы они тебе постепенно улучшали определенные виды брони. Ну, там не говорят о том, что ты лута должен собрать и все такое определенное. Но, тем не менее, дамочек надо всех пройти, причем по порядку. Скорее всего. Под напряжением. Кубики, да, надо поставить? Наверх. Один от другого. Поровней. Стоит вроде. Подождите. Бля. Плохо вижу, как точно я их ставлю.
Пойдет? Ну ладно. Сработало, видимо, один раз этот механизм, и хорошо. Так, сундучок. Иди сюда. Турудудун, турудудун. Че в сундуке? Ах ты, падла. Ну-ка, давай его попробуем с лука наказать. Что-то он борзый. Обычные стрелы. Нормально, с одного удара. Чу. Какой он это? Слабенький. Попался. Древнее ядро. Хорошо. Я не знаю, может быть эти ядра надо тоже куда-то потом. Я пока ничего не трачу. Так, шарик-то на цепи. Он просто запутался. Ау. Семен Семенович, что тебя током-то колбасит? О, поехали. Тра-та-та-та-та-та. Так, я так понимаю, что цепь тоже под напряжением, да? Это с собой несем? Подожди. Ай-ай-ай. Я не хотел падать. Надо сначала этих товарищей разбить. Слушай, ну если лук себя зарекомендовал. О. Че с ними драться, если они так подыхают? Надо это просто положить. Ёлки-моталки. Походу, это загадка, это только одна половина загадки. Так, ладно, давай постепенно все решать. Значит, сначала этот шарик берем. Прикольно. Его надо тащить, чтобы они не сработали, да? А второй шарик мы только оттуда возьмем. Стой. Возможно, этот еще пригодится. Ну давай для начала его просто на место положу. Все, стоит. Вторую шестеренку надо запустить. А для этого надо решить вторую половину загадочки. Вообще без понятия, чем я занимаюсь. Покрутил.
Сейчас посмотрим. Надо сверху глянуть. Угу. Кажется, этого должно хватить. Чик. Моя вода. Так. И в этот момент надо совсем понимаю, когда блок надо пихать. По идее, нужно запихивать, когда они у тебя крутятся. Чик. Вот он поехал. И ты тут же... Ай-яй-яй. Нужно удерживать блок на магните. О, что-то разъединилось все. Пока он едет, быстренько его запихать. Ну. Чик. И вот сюда. Я попробую, конечно, вот так. Что получится? По-моему, они сейчас на одном уровне. Нет. Отсюда надо блок вытаскивать. Раз. Раз, два, три, четыре. Тут три, а тут две. Он еще застревает там. Надо еще как-то под второй просунуть. Надо как-то его раскачать вообще. Подожди. Так, ну это же вроде нормально. Да, этот нормально последний встал. И теперь надо в середину запихать. Ну, катись.
Надо, чтобы у меня середина сыграла на 1 куб. Блин, а я вот только могу прижать. Причем прижать только 2. Подожди, а надо, чтобы 1 прижался. Оп, 1 держим. Ай-яй-яй. Все. Да, нормально заработала. Не надо мне тут ля-ля. А, тут просто шестеренку. Подожди, тут еще какой-то сундук был. Ладно, сундук потом. Ведь толстенькая не пролазит. Все, баста. Загадка не сложная, главное просто вовремя попасть, вот, просунуть этот блок, пока не у тебя отъезжает в этот момент. Сапфир, отлично. Как раз тут недавно продавал. Не помню, сколько сапфир стоит. Ну, тут самый крутой это алмаз, стоит 500. Драгоценные, кстати, камни можно с големом фармить. Да-да-да. Ну, тогда им надо четенько стрелять с лука в камень, который у них на спине. Возле тетеньки феи нету, да? Что ж. Ладно, пошли в город квест давать. И потом к библиотекарше. Переодеться. Странный народ не пускает в город. Потому что шмотками не выжил. Главное, как спасать их жопы женские. Шмотками. Они не брезгуют. А как просто зайти в город затариться, так и все нельзя. Ну, честно. Так, а где эта баба? По времени нормально. Надо бабу искать, которая мне квест дала. Так, она? А, это ты. Муж единственный вой, которому я понравилась. Я обязан достать сердце. Это вот возьми. Сердце есть. Это же сердце Малдоры. Я действительно могу его взять. Это все, что у меня есть. Возьми, пожалуйста. Золотая рупия. 3 соточки дали. Хорошо.
Ясно, она пообещала ребенка в честь меня назвать. Мило. Так, где-то тут была Библия. Стой, да не ори. Стрела. Мне взрывные, да, вот. Все беру. Трипучка, ни хрена себе. 20 штук. А, ну это плюс 60 стрел. Давайте. Ведь так? Я достаточно их купил? Да, 60 стрел. Дорого. Дорого-богато. Так, вот тут, по-моему, да, у нас библиотекарша? Да, вот. Угу. 7 душ укажут истинный путь, дав право пройти испытание героя. О каком месте идет речь, я уже знаю. Разгадка тайны лишь вопрос времени. Ну давай заново. Где это место? Храм статуи, хорошо. Недалеко, я знаю, где это находится, но там пока бродило чудовище. Туда было практически невозможно добраться. Кажется, сейчас она уже гомонилась, я могу продолжать исследование. Вот бы еще песчаная буря, которая бушует, утихла возле храма. И теперь еще и буря мешает. Ну, с этим я еще разбираюсь. Не знаю, важно ли это, но, в общем, 7 героин обладали силами, которые составляли общую великую силу. Это были дух, мастерство, мудрость, доброта, движение, выносливость и полет. Я не знаю, это важно, нет? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Это надо записать, я думаю. Так, давай кого-то дело зачирикаем. Потому что это может пригодиться, это может быть разгадка. Именно последовательность этих чуваков. Дух. Мастерство. Мудрость. Доброта. Движение. Выносливость. Полет. Не знаю, может быть, это и пригодится. Я не в курсе. Но мне они кажутся одинаковыми. Ладно, сейчас посмотрим, что у них тут одинаковое. Идти ближе вот отсюда будет. Но, по-моему, возле этого храма никакой бури не было. По крайней мере, я не видел. Так, ладно, давай, наверное, перекур. Сейчас я подойду. 3 минутки передохнуть. И будем уже конкретно топать в храм. 3 минуты. Сейчас подойду.
Полетели дальше. В принципе, температура позволяет уже доспехи одеть. Все, штанишки на месте. Это главное. Пока пособирает этот прытковик, глядишь, может быть и наберу, сколько там, 50 штук, по-моему, просил. Стой, эй, там пацан был. О, в полете только его заметил. Если до этого села Короков доберусь, когда уже не особо-то надо будет. Только у них можно обменять вот эти семечки на ячейки инвентаря. Где эти короки находятся, я не знаю. Лошадка моя скучает. Так, ну давай. Храм. Он прям тут за поворот. А вон там святилище. По прямой. Вот эти товарищи меня не интересуют. Хотя... Ну что, долго прыгать-то будем? Так, подожди, надо оружие побыстрее какое-нибудь. Все? Все. Ну, естественно, места нет. Меня с них вот эти вещи интересуют. Потом продадим на рынке. Эта лампочка светится. Может быть, придется шарики опять расставлять по местам. Я не знаю. Так, давай для начала спустимся просто вниз. Герутские руины.
Может, какая-то последовательность есть, я не знаю. Ну, прям такую массивную штуку не зря они прорисовали. Что-то где-то надо сделать. Давай шарики просто уложим в ячейки. Странно все это. Так, тут два символа, да? Может, по количеству надо дырок? На каждом мячике разные символы. Надо понять, кто к какому относится. Так, ладно, давай их сейчас сначала в кучу все соберем. Распихать-то их, в принципе, по ячейкам особо труда не составит. Главное понять последовательность. Семь шаров должно быть. Ну. У меня есть 4. Давай посмотрим, что там тогда за штука такая светится. По идее, к каждой статуе должны относиться определенные символы. Причем на некоторых статуях вот такие, как кнопки. Сейчас к этой штуке подойду, посмотрим, что оно делает вообще. Так, ну эта штука не магнитная. Стрелять мне тоже не вариант. Где стреломы? Да в этом песке ни хера не найдешь. Ладно, давай сюда сползаем наверх. Подожди. Ну, это не огненная даже.
Очень странно все это, конечно. Статуи есть. Есть ячейки. Есть только 4 камня. Должно быть еще 3. Может, они наверху, я не знаю. Ну, наверху, по-моему, если они просто будут лежать, слишком банально. Я думаю, должно быть еще что-то. Так. Этот символ как-то хочу пометить. Так, вот у нас получается круг. Вот тут заход. Разные статуи. Раз, два, три. Мы находимся вот с таким вот символом. Три, 4, 5, 6, 7. Но я такой камень один видел. Да, на самый верх я попробую забраться. Это вряд ли мне что-то даст. Основную типа информации ты должен у них на лбу получить. Наверное. Здесь нет ничего. Мячика тоже нет. Нет, странно. Так, а до других я, наверное, не долечу. Ну-ка так позырим. Угу. Вот этот у нас треугольник. Более острым. Тут как полукруг такой. Стой, вот этот у нас... А тут получается 2 палочки, да, просто? Чик-чик. Угу. Тут как петля такая, капля.
Плюс-минус, понял. На эту лезть придется. А, нет, подожди. На эту не надо лезть. Это я уже запалил. У нас 3 статуи неизвестно. Я думаю, что вот он символ. Такой как бублик. Сейчас я обойду, конечно, эту статую. Но, по-моему, там подняться никак. Так, а у нее какой символ тогда? А вон и мячик. Так, как добраться до него? А мы его собьем сейчас. Это не то. Ну, пацан тоже пригодится. Я там символ увидел. Просто 2 точки. Ага. Так, ну окей, символ-то я зарисовал, а дальше где же мячик-то искать? Так, этот у нас первый пойдет от выхода. Все на месте. Ну да, на месте. Так, 2 палки. Вот сюда. Фиг. Относительно выхода это будет первое. Готово. Потом вот эта штука, она следующая. Если палки тут, тогда вот эта штука тут. Все? Все. Последний мячик, который есть в наличии. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Где остальные мячики-то вроде? Вон, вот этот нашелся.
Так, проверяем, давай. Угу. Так, две палки, потом вот эта хрень полукруглая. Все на месте. Потом у нас получается вот эта вот штука кривая тоже есть. Затем две точки тоже есть. Здесь ничего нету. Угу. Одного шарика не хватает. Где его взять-то? Нужен шарик с точкой. Не знаю, давай за статуями все бежать. Где-то же он по-любому должен быть. Может в земле быть закопан. Наверху где-то лежать. Что там за два фонаря еще интересно? Постоянно они светятся. С ними ничего сделать нельзя. Сколько, один шарик, а? Один. Где его взять? Причем единственная статуя с подъемом. Я на ней уже был. Оп. Нет. Остальные явно шарики все на месте. Если, конечно, там нет еще какой-нибудь великой загадки, типа они должны быть, допустим, там на своих ячейках лежать. Это тогда будет вообще жесть какая-то. О, арбузики. По идее, все мячики как-то рядом должны располагаться, разве нет? А шарики-то тютю. Подожди. Вон там как-то можно забраться. Ну-ка, стой.
Да, я вот тут наверху еще не был. Причем я как только сюда подходил, еще думал, то, что, блин, все по-любому уже заставить лезть сюда обязательно. Да, ты, блин. Что-то сегодня линк какой-то. Линк какой-то неустойчивый. Так, и причем тут два хора, да, каких-то? Ну, допустим. Может быть, где-то что-то вдруг нажать надо, я не знаю. Ну тут вот этот мячик я точно поставил. Стой. В руках его нету. Вон он где. Ну точно. Ну, слава богу, хоть нашел. Толкнуть его можно будет? Понятно. Давай тогда на самый верх и на планере. Здесь меня горгоны там не заклюют. Ишь ты какие, куда шарик последний заныкали. Стрела. Так. Погнали вниз. Он как раз, причем шарик-то этот находится ровно на том же месте, где тебе надо его и поставить. Такие дела. Все, загадка решена. То, что я слова записывал, это все фигня. Это не работает. Та-дам! Святилище? Ну да. Ну, шариками было прикольно. Долговато, то что бегать вокруг них, искать. Они на большом расстоянии друг от друга расположены. 7 героин выполнен. Побочный квест. Кор-шоу. Сейчас можно обратно в город вернуться. Вдруг у меня получилось все квесты в городе выполнить, чтобы получить маску. Не знаю. Я, по идее, все делал, что попадалось тут. Халявное святилище, к тому же. Ну-ка, что там? Я возьму копье пламени. У меня есть отстойный вот этот бумеранг. Всяко лучше копье пламени, оно и бьет быстро, и бафы есть. Ну ладно.
Еще 2 сферы и все. Можно качнуть 2 пункта. Ну, сердечко прибавить, да. Стамины себе чуть-чуть. По-моему, стамины максимально 3 круга можно. А сердец, по-моему, 20. Может, что-то такое. Так. Тут у нас все. Ну, сейчас вот сюда пойдет. Блин, или в город. А сколько времени? Поздно в город идти. Спят все. Погнали, короче, на фиолетового. Ну там явно не халявное не халявное скилище. Придется подзапариться. По идее, это, наверное, к библиотекарше не надо. Ладно, я сейчас сначала схожу вот сюда, потом все-таки я вернусь в город. Блин, иди-то тоже не ближний свет. Сейчас бы моржика. Так, что там, дубак? В тюдельку. Неохота по горам ловить. Хотя с нее можно слететь чуть подальше. Давай, ушастый, держись. Все, на последнем издыхании. Як нам, блин, еще далеко идти. Ладно. Потом точка перемещения лишняя будет. Ну да, вот это вот я точно святилище видел, когда мы с верблюдом катались. Помню то, что вот это там скала была какая-то, холм там. Всех дел. Блин, очень крутого геймплея. Тут камушек. А, нет. Это явно не корок, потому что второй камень рядом. Да я понял, хватит уже пиликать-то. Что с бабой? Эй. Окей, ее зовут. Я как раз нашла святилище. Горло пересохло, не могу пошевелиться. Это конец. Мне бы один последний глоточек холодного водовай. Ей надо попить.
В этом святилище встретил Геруду по имени Поки. Она была на грани полного истощения, из последних сил держалась за терминал святилища. Мне нужно ей помочь, иначе я не попаду внутрь. Один глоточек ее любимого коктейля «Водолай» может спасти ей жизнь. Ой, блин. Я не помню вообще, как это «Водолай» делается. Кстати, меня в мужских штанах пустят, интересно. Надо в баре узнавать, как «Водолай» это делается. Бля, а потом обратно, да, топать? Я могу переместиться сюда? Нет. Ну тут стой, а. Такую даль пердолишь, чтобы развернуться и назад. Да что нам штаны помешали? Подумаешь, подштанники одел. Не женский, точнее. Так, я думаю, для бара тут все. Ну, точнее, в баре должно ингредиенты вот этого «Водолай» должны продаваться в баре. Ну, вокруг, возле бара. Давай сейчас попробуем, конечно. Так. Как ты смеешь, никому не дозволено называть предводительницу по имени, даже тебе. Хи-хи, все в порядке было, нет ничего страшного в том, если меня один раз назовут просто по имени. А что насчет шлема-то, не хотите вернуть? Если хочешь его получить, помоги жителям города решить проблемы. Другом народа Геруды смогу одолжить этот шлем. Я не знаю, может быть это последний квест с валяющейся там бабы. Пойдем в бар. Кстати, и потом будут в этот город в одежде обычной пускать. Так, вот давай. Слушай, да, сколько тебе лет, но явно слишком молода для моего заведения. Используй особый лед, который ты не сможешь оценить. Приходи, когда научишься понимать разницу. Вот давай. Хочешь попробовать мой фирменный коктейль? Ничем не могу помочь, чтобы приготовить водовай, нужен лед, а он закончился. Да и рановато тебе такой пить, и тебя еще молоко на губах не обсохло, даже не проси. Вообще-то. Что? Поки попала в беду? Я бы с радостью ей помогла, но у меня действительно кончился лед. Мы храним его в леднике, но сама туда долго добираться буду. Я принесу. Это было бы здорово. Все-таки Поки моя лучшая клиентка. Ледник к северу от города. Там у нас Анта работает. Объясни ситуацию, она даст тебе лед. Только рабочий день не очень короткий, поэтому иди надо, когда светло. Нести лед по пустыне, потом через город. Нет, пожалуй, это слишком сложно. Я буду ждать тебя у входа в руины, которые находятся между городом и ледником. Так. Это вот тут. Это может быть тут вполне. Там как раз у нас граничит две территории. Начинается зимний биом. А-та-та, холодно. Мало. Пойдет.
Надо повернуться как-то в сторону. Вот сюда. Что-то не похоже, что меня тут кто-то ждет. Ну, по-моему, это вот единственное место, где вот прям так очевидно. Один биом пересекает другой. Ау. Так, давай дневник тогда смотреть. Так, делают только в городе Геруда, но вот незадача, в баре закончился лед, поэтому сейчас напиток не подают. Мне нужно сходить в ледник к северу от города Геруда и попросить лед у Анты. Найти туда днем, пока не стемнело, потому что Анта рано ложится спать. Нет. Она где-то тут. Но я не помню, где эта Анта может тусить. Так, сейчас. Может, как-то это отметить можно. А, вот оно что. То есть достаточно нажать на квест, и он сработает. Какая милота. Ладно. 6:50 как раз время позволяет. Будем бабу искать. Раз у нее короткий день. Ну, местная знакомая, но я что-то вообще в душе не чаю, где вообще ее можно поискать, эту бабу. Помню, что тут где-то неподалеку была буря песчаная. Я кого-то встретил, пробегающего мимо или что-то такое. Но чтобы тут конкретно какого-то NPC находить, я вообще не видел. Ну, оказалось, все гораздо проще. Просто отмечаешь квесты, у тебя все работает.
Так, она у нас не тут, она еще дальше. Я вообще в этих руинах не был, да, получается? Я их видел только издалека. Я туда не заходил. А бабенка-то у нас на самом верху там, да? Вон тут. Давай посмотрим, что это такие за руины вообще. Не думаю, что тут будет прям что-то интересное. Ладно. Сейчас надо переодеться. Там-там-там. Оп. Я говорю, вот этой одежды вполне хватает, не надо ничего докупать. Это вполне, ну то есть они все предусмотрели в плане том, что если у тебя вдруг все-таки денег нету, то ты вполне можешь пройти игру даже в тех шмотках, которые дают. Блин, а у них тут... Здорово. Анта, это ледник. Здесь хранится лед, который приносят с гор к северу отсюда. Лед для нас очень ценен, поэтому я охраняю ледник круглосуточно почти. Вообще-то. Вот оно что, на расслед просит сама Фуроса, я не могу отказать. Только не силю сразу Фуросе, иначе он растает. Вряд ли ей нужна вода. Мне это на время надо, да, сделать? Подожди. А если вот так? Нет, подожди, я успею. Взять. Просто задачка квеста в том, что надо его просто протащить до конца руин. Бабе его отнесешь, и все в порядке будет. Но единственное, что лед очень тает быстро. Поэтому надо сюда утром, днем идти, когда температура не такая жесткая. Причем идти лучше под тени, да? Я понял. Эти у нас товарищи не дадут пройти. Иди сюда. Неплохо он мне так накернул. Ну-ка ближе. Ах ты, падла. Минус фея. М.Р. Дрова. Здорово, Рукинс. Тихо. Оп. Собираем. А походу придет. Да вы серьезно? Сколько фей-то можно тратить? Что злые дядьки вообще. Потом давай что-нибудь сожрем. Как мистер Уоткинс, дела у тебя? Вот это я съем. И вот это. Не угадал? Ну, лучники, как обычно, быстро валятся. Усиленный забрал лук. Причем он лучше, чем у меня есть. А у меня на 14 стоит. $25. Он сломается быстро. Печалька. Не хватает ячеек. Кубик, да, уже растаял весь. Ну, почти. Ладно, я его хоть в тени оставил. Вот гнида, а.
Ну, это же мне щит пригодился. А впереди остальных похерачить. Ладно, я там где-нибудь оставлю этот кубик. Но мне сдается, придется с ним обратно идти. А, тут еще надо учитывать то, что у нас тень падает под определенными углами. Да. Тень падает под определенным углом, это раз. А во-вторых, всех врагов надо убить. Ну, дважды идти придется, мне кажется. Да, пердолить еще не ближний след. Плохо, что разогнаться никак нельзя. Чувствую, я ему вот такой вот как кубик льда принесу. Скажет, иди-ка ты, чувак, погуляй куда-нибудь с таким кубиком. Можно всех обойти, кстати. Меня особо не палят. Кто-то спалил. Тихо, вы меня не видите. Слушай, ну я прилично кубик льда притащил. Эй, сюда, неси сюда лед. Окей, да, я несу уже давно. Все, принес. Узнаю лед из нашего ледника. Теперь я могу приготовить отличный коктейль. Скажи Поки, что ее любимый водолай ждет ее здесь. Уж я-то ее знаю. Как услышит это название, сразу силы появятся. То есть баба, которая на приборной доске валялась, уже и встать сможет. И туда, да, прийти. Правда, мне туда идти, блин. Очень далеко. Так, ближайшая точка, ну, тут получается. Пошли. Хреново, что она прямо на панели валялась, и нельзя было отметить, как быстрое перемещение. Ну ничего, в джунглях будет попроще с погодными условиями. Тут здоровье теряешь просто во время дневного времени. Температурка. Ну ладно. Одно буквально блюдо тебя вот так с лихвой отхилит. И можно еще целый день тут бегать. Все, вали это меня. Короче, главное ХП контролите нормального. Там. Та-да. Та-да. Да какое пекло. Ну, это, кстати, по-моему, еще не критическая самая температура. Скорее всего, там, где какие-нибудь биом с вулканами, будет еще жарче. Ну, тут уже близко. Близко к тому, что максималка. Обошелся таки без лишних покупок одежды. Ну там еще один был интересный костюмчик, который как-то светится в темноте, я не знаю. Может пригодится он когда-нибудь. Правда, он там стоит тоже прилично. Ну, пока бабки есть. Ну, короче, я ничего покупать не буду.
Просто собираем драгоценности. Что надо сожрать что-нибудь. Меньше бы потратил ХП, если бы я просто взял и 120 рупий купил бы себе моржа. Жадная жопа. Вот и все. Гаман 72. Салют. Здорово, давай. Спасибо. Тра-та-та-та-та. Ну все, я в теньке уже нормально. Сейчас температура не так будет. Голову напекать. Так, все. Я больше не могу. Я иссохну здесь. Вообще-то тебе приготовили бухло. Меня ждет водолай, мой любимый коктейль. Я побежала. Спасибо, Галь. Кстати, вот на этой территории много святилищ, которые просто халявные. Скорее всего, тоже. Потому что они квестовые, то есть надо очень много всего сделать. Ну как много, относительно, конечно, но тем не менее надо много всяких делов потворить, чтобы добраться хотя бы до этого святилища, чтобы оно открылось просто. Ой, я же говорю, оно халявное. Я по воде уже начинаю узнавать. Если вода по бокам, то тут халява. Чё? Алмаз, но ни хрена себе. Вот это они щедранули. Прям респектик. У меня уже 3 алмаза, то есть 1,5 штуки есть, если что, в загашнике. Можно будет портки последние не продавать. Так, ну что, я думаю, сегодня-то еще успеем, да, одно святилище какое-нибудь открыть. Или в город портанулся. Ну, там рядышком 3 штуки. Ладно, если что, я уж отсюда добегу, давай в город. Я проверю, все ли я выполнил квесты. Знать бы количество их еще. Ну, типа, сколько тебе осталось? 6, 12, 1. Какие у нее бедра. Она ими, наверное, арбузы колет. Я бы не хотел между таких ляшек двух попасть, чтобы мне башку раскололи. Будет отстой. Так, ну что, все квесты я выполнил. В шлеме грома силу самой урбозы. Если хочешь его получить, всем помочь надо. Печалька. Тогда назад. Не знаю, сколько еще квестов надо сделать, что все-таки они дали шлем этот. Не знаю, может быть, он даже бесполезный совсем.
Вообще издалека эта штука вся похожа на кладбище, но как-то тут просто стоят колонны. Для чего? Может, какой-то тут еще квест есть? По-моему, здесь у нас как раз верблюд и бегал. Ну да. Теперь волки пасутся. Да ладно, ты не ори. Если святилища за этим холмом его нету, тогда надо что-то делать. У кого-то брать задание. Я думаю, тут что-то есть интересное. И вон там у нас внутри еще какая-то есть типа лабиринта какого-то, я не знаю, там не рассмотреть нормально. На этих холмах тоже может что-то быть. Радар вообще молчит. Мне кажется, тут ничего нет вообще. В принципе, радар уже давненько молчит. Потому что большинство святилищ находится под землей. И ничего тут нету. Вообще ништяк. Так. Пойдем туда. Все, дубак начался. Стемнело, скорее всего. Хватит. Не, здесь святилище может быть реально где угодно. Я просто увидел на карте какое-то подозрительное место, отметил его, но... Ничего. Такие горы не прорисованные. Ты чё, куда поехал-то? Главное, в прошлый раз цепляться не стал вообще. Приоритет. Так, у нас здесь какой-то то ли лабиринт, то ли что-то такое. Я вот какой-то пролетал, и тут, ну, тут видно, что какой-то храм, я не знаю, заброшенный. Ну, посмотрим. Опа, Степа. А ты у нас не ходячий, да? Ну, окей.
Так, что-то мне этот товарищ дорого обходится. Ладно, давай последний раз. Прямо в глаз. Что, еще нет? Давай лук доломаем. Ну, лук довольно-таки прочный был. Все. Минус сабля. Да давайте, дохни уже. Сейчас долбанет. Все. Минус страж. И что там внутри святилища, типа? Я еще таких коробочек не видел. Южный лабиринт. Угу. И если есть южный лабиринт, значит будет и северный. Наелся и спит. Хоть на эту штуку можно залезать. Святилище внутри лабиринта или что? Как это работает? Верно. Вон святилище. О, ступивший на эту землю, тебя ждет лабиринт, пройди его и будешь вознагражден. Понял, принял. Путешествуя по пустыне Геродов под корой Малада, я наткнулся на необычные руины и услышал загадочный голос. Он сообщил мне, что я буду вознагражден, если пройду этот лабиринт. В центре прям святилище. Откуда начинать-то? Не нашел я этот центр. Надо было заходить отсюда просто. Надо как-то вниз спуститься, короче. Здорово. Подожди, ну давай проползем. Стамины вполне хватает. Чпок. Вот так вот. Топ. Надо как-то вниз спуститься. Прикола загадки не пойму. Как-то лабиринт весь на одном уровне. 300 монет. Хорошечно. Так, вон там вроде спуск был.
Где-то тут явно должен быть спуск. Только один. Ну, это чисто случайно можно найти. Стой, а у нас же вот эти колонны, да? Забравшись на одну из колонн, я не знаю, стамины не хватит. Можно в какую-то из них упасть, в определенную колонну. И тогда ты окажешься там, где надо. Стой. Сожрем. Я думаю, мне этого хватит. Да ладно, ну чуть-чуть. Блин. Давай, вот это сожрет. Подожди, а еще попроще. Нету. Если сюда сигануть. Есть ли разница? В какой пора падать? Ай! Это я случайно сделал. Я, короче, еду потратил. И упал хрен знает куда, что вернулся обратно. Может, по звуку надо идти. Либо надо идти по звуку, либо по мобам. Этот валялся наверху. Он одинаковый, этот лабиринт. Я не знаю, в чем дело. Причем заход, по-моему, тут только один, да? Допустим. Как это работает? Бля, налево, направо. Ты еще глубже уходишь. Стенки тут специально одинаковые. Ты вообще ни хрена не понял.
Как-то надо к центру двигать. Что другую половину посмотрим. Но если я доберусь до этого святилища, оно тоже будет халявным, это точно могу сказать. Выпустить. Ну, выйти отсюда можно без проблем. Кстати, я уже тут был. Может, со временем то пойти на скверну? Ну, типа подсказка так. Видишь скверну? Пиздуй к ней. В прошлый раз я повернул. Ну, по сути, никуда не пришел. Так. И все тут... А нет, не тупик еще. Опять же, в центр. Или нет? Я вроде тут был. Я назад вернулся, вот и все. Ну. Блин, ну реально, просто ты бегаешь как-то бесцельно вообще. Вы подсказку какую дали? Тут только одна дверь ведет вниз. То есть наверху этого святилища я уже был. Нужен просто спуск к нему найти. Ну тут как не бежишь, вечно подъем. Постоянно в гору куда-то поднимаешься и все. Нет, это просто свет.
Стенки везде одинаковые. Просто я не могу принцип этого лабиринта уловить вообще. Подсказку какую дали, что делать-то? Причем ты сразу видишь. Ирил Гаоси, ты спрашивал, как настроение? Да и пипец, на работе заваливают всякой фигней. Аж бесит. Да, к сожалению, бывают такие периоды. Пытаюсь, блядь, загуглить вообще, как это пройти, все это дело. Тут надо весь лабиринт оббежать, чтобы он сработал. Ну, это какая-то жопа вообще. Стой. Тут есть лестница. Через решетки плохо видно. Просто если были бы ориентиры, я бы, может, и понял. Тут стенки одинаковые. Чтобы загадку решить, нужно понять ее принцип. А тут как-то ты просто бесцельно несешься. Хрен знает куда. Я не понимаю, как это работает.
Когда сворачивать, когда нет. Тут прям пишут то, что лабиринт в Зельде сравнен не кошмару. Потому что тут реально, блин, просто ты... Я, походу, это дело только по гайдам пройду. Не знаю, тут 30 минут бегаю. Просто бесцельно вообще. Тут лабиринт, есть 2 входа. Единственное, чем они отличаются, это вот небольшие сгустки сквер. Значит, мозг лопнет просто. Какая падла делала этот лабиринт, я не понимаю, ну нахрена вот это вот. Вот ты сюда заходишь, но если не сворачивая, то что? Прямо, допустим, бежи. Ни один поворот не отличается больше ничем, кроме одного. Ну, то есть, там, где лежит скверно, вот это вот находится. Никакой большой разницы в них нет. Вот лежит скверно. Дальше побежали. В других местах, блин, еще бы найти бы это все. Да жопа какая-то. Нет, это не весело. Какая-то залупа. Весело бегать. Это какая-то залупа. Вот, сундук нашел. Щит Геруда, идите в очку. Он не очень-то и прочный. Спустя 25 минут беготни беспрерывной я сундук нашел. То есть я зашел куда-то вот случайно совершенно, в какой-то поворот. Чтобы, блядь, оказаться нигде вообще. И вот реально все вот эти стенки, они все одинаковые. И нет никакой последовательности, каких-то объяснений вообще. Ну, типа, знаешь, короче, вот здесь вот 2 полосочки, там, допустим, на стенках. Какая-то малейшая подсказка должна же быть. А тут просто вот... Я думаю, что это самая глупая загадка в Зельде. Блять, дайте их хоть возьму, выкину, чтобы просто не это. Типа я тут уже был. Ну ты чё, на стенку ползти? Или в центре бегать? По окружности, внутри, снаружи. Что, блядь, делать-то? У тебя просто есть стенки, короче.
Сколько? 8 квадратов. В 4 прямоугольниках. Бля, у них более гениальные в святилищах загадки, вот я отвечаю. Ну это какой-то вот просто отстой реально. Ну, я еще 4 минуты побегаю просто. Бесцельно, не знаю. Что надо сделать? Надо в центр этого святилища попасть. А что сделать надо? В центр этого лабиринта попасть. Вот, где желтый кружок мигает. Блять, я уже и тут запутался. Иногда вот такие ступеньки попадаются. Эрил Гаоси. Так, а жжет он выше или ниже? И нужно найти спуск или подъем. Нужно спуск найти. Нужно Эрил найти Гаоси. спуск. Или сожрать эту слизь. Слизь дамажит. Это единственное, что отличает эти вот прямоугольники в этом Эрил большом Гаоси. Или прямоугольнике. невидимые стены. Нет, это вряд ли. Это было бы слишком жестко. Есть внешний прямоугольник большой. В нем 4 маленьких. В этих 4 маленьких есть квадратные. Квадрат. Радар еще пиликает на святилище. Но оно просто будет пиликать, если ты близко находишься. Вот 3 пятна. Одно на углу, второе вот тут, третье за поворотом. И как бы все, единственное, все отличия, которые есть вообще. Серьезно, вот в этой игре есть крутые загадки в святилищах. Я так сюда и попал. Эрил Гаоси. Я вижу подсказку, что нужно попасть на стенки лабиринта со скалы. Не факт, что поможет. Я так сюда и попал. Соль в том, что нужно по-честному пройти этот лабиринт, без всяких скал и все такое. Тебя не пустят. Нельзя, типа, запрыгнуть вот с этой скалы и вот сразу же приземлиться вот сюда в центр, и ты окажешься в том нужном вот этом месте. Нет. Тут надо конкретно прямо зайти вот отсюда и вот, блять, как-то вот здесь вот, я не знаю, выебываться, бегать. Чтобы в конечном итоге куда-то вот в центр прибежать. Но как это говно работает, я не врубаюсь вообще. Я вот по кругу просто бегаю, потому что, во-первых, стенки, блядь, одинаковые. Ты уже путаешься в этом.
Вот единственное, два отличия. Вот здесь и здесь какая-то скверна находится. Вот, я думал, то, что вот эта скверна, как бы, это как подсказка, в какую сторону идти, типа, если ты нашел здесь, ну, в проходе эту скверну, типа, ищи еще и найдешь. Хуюшки вашей Дунюшки, это так не пашет. Все, вот как бы... Причем это вот эта скверна, она находится прямо на повороте, на развилке. То ли тебе в центр идти, то ли сюда поворачивать. Ну, в центр я сюда уже заходил. Вот в чем досада-то. Да, блять. Когда ты заходишь в центр, ты вот у тебя решетка. Чуть ниже спуск, еще один. Ну, этот точно тупиковый. Эрил Гаоси. С горы надо на парашюте попасть в нужный проем между стенами лабиринта. Да как где эти стены-то найти? Тут даже просто вот визуально он на карте ничем не отличается. А внутри этого лабиринта какой-то трешак одинаковый. Я, блядь, уже не помню, с какого прохода зашел. Эрил Гаоси. Юга минус. Восток. Типа откуда-то отсюда сигануть. Вот в этот... Вот сюда попасть. Эрил Гаоси. Ты же видишь потолки снизу, значит, там этажи. Эрил Гаоси. Да. Вот эта область, да? Эрил Гаоси. Та область ближе к центру. А. Сейчас я попробую так сигануть. Эрил Гаоси. Все верно, судя по подсказке. Сейчас сожру что-нибудь. Мне стамины хватит забраться. Заодно и полечусь, кстати. Я потому что тут одной рукой позагуглил немножко, я вот ничего не нашел вообще. Так. Ну давай я поточнее встану, чтобы типа сразу же сюда угодить. А вот только в центр этого прямоугольника надо сигать или нет? Вот что вопрос. Так, ну что полезно? Стой. Есть у меня костюмчик один. Волшебной. Ну, допустим. Эрил Гаоси.
Иностранцы подсказывают. Прыгают с краю горы, летят до юго-запада ближе к центру. Там они по карте попадают в самый центр лабиринта на средних уровнях. Ну, без разницы, в принципе, что они там, с какой горы прыгают. Я вот сейчас сюда добираюсь. Окей, я залез, ничего не использовав. Я бегал по этажу же. Эвил Гаоси. Ищи под ногами между стенами место в этой области с фиолетовой хренью. Ну, тут какое-то нашлось. И туда падать. Только я не знаю. Что, прям вот так сигать? Эвил Гаоси. Вот прыгай. Подожди. Сохранить игру. Эвил Гаоси. Да что к центру. Полетели, хули. Эвил Гаоси. Там пол должен быть рядом. Так, тихо. Не закосячить, да? То заново шарашить придется. Назад к центру, да? Эвил Гаоси. Вот назад к центру иди. Вон там меч какой-то валяется. Эвил Гаоси. Налево. Блять, ну задачку они, конечно, пизданули. Золотой клеймор, хер бы с ним. Эвил Гаоси. Ты не туда вроде пополз. От места приземления пешком. Подожди, вон фонарик какой-то появился. Эвил Гаоси. Короче, ты понял. Пока нет. Блин. Завощенная загадка. Влево к центру Эвил Гаоси. лабиринта. Там, где ты сел на парашюте, идти пешком влево в лабиринт к центру. Так проблема-то в том, что непонятно, где тут центр. Вот. Мне надо вниз или вверх. Сюда еще глубже заходить. О, бля, слава яйцам, а. Пиздец. Самая отстойная загадка в этой игре, кстати, точно могу сказать. Поскольку тут святилищ не поюзал, они как бы все прикольные, там, знаешь, типа кумекать надо и на физике там подумать, короче говоря. Но вот это вот вообще какой-то, просто ты должен носиться, но повезет, ну. Спасибо. Спасибо за поддержку. Ну за успех 100 рублей на печеньку кину. Спасибо за донат. Ну это реально отстой. Кстати, а что ты на журналистстве не пользуешься? Ковер бы посмотрели. Что, атака? Кстати, Donation Alert
сейчас наоборот еще больше набирает себе этих площадок, на которых она работает. Так, ну ладно, пройдено и пройдено. Сейчас портанемся, короче, вкачаем две способности. Хорошо, сегодня надо на работу собираться. На работе сейчас в террарию играю. На планшете. Ну, короче говоря, на этом. На андроиде. Да. Короче, если бы не твоя подсказка, то я, наверное, просто по гайдам потом бы вне стрима прошел и все. Ну, это жесть. Я бы руки отбил тому, кто эти загадки, вот этот лабиринт сделал идиотский. Ирил Гаоси. Ща опасненько в интернете. Сегодня звонил ФСБ, сказал Совет Безопасности продлил уровень опасности до 1 сентября для нас. Алерт спросит карту и плюс проценты. Проще напрямую, потом рукава. Надо это как анимацию запускать, сиськоверта, короче. Ну, вот как вот эта вот анимация срабатывает. Также вместо нее сиськоверт запустить просто и все. Людей развлекать. Сейчас гляну, у меня тут фейки. За это респавнились или нет? Я говорил, нет, то что я карту захвата все-таки взял. О, фея. Ирил Гаоси. Я в Римворлд снова залип. Я не знаю, что это такое. Кстати, я так и не нашел решения, как 4-ю гирзу получить, поиграть. Не знаю, купить никак. Скачать тоже не работает торрент. Там надо с бубном плясать еще к тому же. Какие-то дополнительные куча софтов устанавливать, что-то отключать, где-то болочить. Я не знаю, зачем такие игры делать вообще. Настолько замуженные по защите. И потом, причем Microsoft тоже бросили это дело. Вообще нигде не купить этот... на официальном, по-моему, сайте можно что-то купить Герзу 4. Надо как-то там. Не очень хорошо работает, по-моему, этот сайт сам. Так, ладно, давай. Сфера духа, пердуха, капсулу сердца давай мне. Да. Пропустить как-то можно это, ну? Ну вот, как бы и все. Ладно, ребят, будем на этом стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.